Здорово, танкисты, всем привет, с вами Серега, с вами Индомит, и сегодня у нас очередной обзор танков нашей любимой игры Мир танков от Let's Play Games. Сегодня у нас на обзоре советская ПТ-САУ 9 левела за жетоны боевого пропуска К-91 ПТ. Не путайте с К-91 со средним советским танком 10 левела. Вот. Насколько хороша эта машина, нужно ли ее брать за жетоны, мы сегодня с вами разберем. Прожмите пока лайк под видео, не забудьте, и, конечно же, подпишитесь на канал, если вы до сих пор это не сделали. Ну а мы с вами отправляемся изучать бронирование данного агрегата. Погнали! Итак, господа, коллижн модель нашей К-91 ПТ, ну и давайте смотреть. Что касаемо корпуса, НЛД 158 картон, ВЛД 172 картон, надгусеничные полки 235, ну такое может пробиваться. Есть еще верхняя часть ВЛД, вот эта, но на самом деле она тоже пробивается. Там в приведенке всего лишь 98, и сюда могут черкашами закидывать. А вот что касаемо рубки, вот здесь уже интересно. Давайте начнем с маски орудия. Ага, 313, 500, ага. Дальше, вот здесь вот под маской есть щель. Так, вот 260, ну 278 уже неплохо. Вот эти углы по 271. Рубка 322, 330, 330. В основном 330. Вот здесь 264, переход под люк. Здесь 325. Люки очень тоненькие, попасть в них нереально сложно, и вы никогда в них не попадете. Хотя там всего лишь 100, а здесь вообще нет, 180 даже, 80. Но выцелить их невозможно. Боковое бронирование нас не интересует, в принципе, поскольку углов вертикальной наводки, вернее, горизонтальной наводки, нам просто банально не хватит играть, так сказать, от борта. Ну и нет смысла, поскольку там и брони-то 60, да, ну и фу-фу-фу, нет. Итак, броня корпуса картон, а вот башня, рубка, да, с маской, очень все, очень даже нехило забронировано. Так, броня интересная. Особенно от рубки. Спрятали корпус, а от рубки можно стрелять. Даже играть против девяток и даже против десяток, которые и голдой-то вас даже не смогут особо сильно царапать. Касаемо орудия давайте смотреть. Пушка 9 левела, 122 миллиметровка, альфа 390, отличная. 258 пробития на основном снаряде, 315 на голде. Нормально. Заряжается меньше 9 секунд. Вообще отлично. И это на стоке. ДПМ 2700 на стоке. Точность 0,4. Не самая лучшая. Время сведения 2,6 секунды. Прям какие-то супер впечатляющих результатов здесь все равно я пока не вижу. Но это все цифры опять же на стоке. Касаемо полевой модернизации. Смотрим, что нам тут нужно. Так, скорость. Скорости поворот ходовой. А вы знаете, она на месте очень даже нехило крутится, поэтому лучше усиленную ходовую. Дальше улучшаем точность отстройка параллакса. Здесь, в пятом блоке, ага, к обзору. Лучше настройку инжектора к незаметности еще усиливаем. Здесь к незаметности нам дает максимальной скорости назад. А вот к скорости назад нам важный момент. Так, а сколько у нас сейчас? Она у нас и так 23, в принципе, нормально назад откатывает. Поэтому можно улучшить незаметность, сделать ее супер незаметной. Прям вообще супер незаметной. Касаемо вторым слотом. Вторым слотом, наверное, все-таки лучше брать, не знаю, для второго комплекта оборудования, наверное, даже разведку лучше брать. Вот, уж точно мы с закалкой на этой тачке ездить не будем. Я поставил улучшенный прицел, досал вентиль. Максимально все на орудии, на настрел и все такое. По снарядам. Основной бронебойный, голда под калибр. Бронебойный летит 862, голда летит 1147 метров в секунду. Нормально. Хотя основной, конечно, можно сказать, меньше 1000 маловато, как для 9 левела. У нас вечная ремка, у нас обязательно ставим аптечку, автоматический огнетушитель. 5 членов экипажа, у нас 2 заряжающих. Перки наблюдаете перед собой в таблице. Теперь по плюсам и минусам этой машины. Сначала касаемо орудия. УВН у нас отсутствует, и это плохо. У нас посредственная все равно скорость полета снаряда на основном типе снаряда, на голде ничего, нормально.
Хорошая альфа, неплохое, сойдет. Пробитие, то есть по сути, ну точность есть, да, время сведения более-менее. То есть омрачает по сути только УВН и омрачает скорость полета на основном. Хорошо, запомнили. Касаемо ХП, живучесть 1600, вполне себе. Учитывая, что мы всегда будем изыскивать места на картах, играть от рубки, долго нас могут ковырять и долго мы можем жить. Это прикольно. По мобильности 52 вперед, 23 назад, почти 20 лошадей на тонну удельная мощность, хорошая подвижность. У нас лютая, у нас очень маленький низкий силуэт, у нас лютая незаметность, у нас еще вот даже полностью она не вкачалась, а уже 45%. Извините, нифига себе, да, ПТшечка. По обзору 420 метров мы слепые, тут даже говорить нечего. Еще раз, ребят, интересная машина, особый геймплей игры именно от рубки, от бронерубки. Достаточно быстро к этому привыкаешь, реально ищешь места, где спрятать корпус, а дальше только успевай настреливать, только кепочку держи. Вот и такие эпитеты у меня про эту тачку. Предлагаю уже отправляться в бой, давайте посмотрим, собственно, что она способна. Так, господа, обзор боем у нас К-91 ПТ, советская ПТ-САУ 9-го левела, за жетоны боевого пропуска. Не путать с К-91 со средним советским танком 10-го левела, да. Они похожи, но они разные. Вот, поедем. Начнем, наверное, с воды. Думаю, так будет правильней. Наверное, да. Кстати, ЛТшек нету. Можем и посветить. Да, наверное, на центр. Интересную позицию Торнваген выбрал. Прямо очень интересную. На воде все плохо. Все плохо на воде, да и в городе как-то нехорошо. Все выглядит не очень. Все, приплыли. Наши молодцы, хоть и догадались вниз подъехать сюда ближе. Готов. Готов. Как вам точность, ребята? Броня.
Броня. Это бесполезное занятие. Унылое. Так, город пока живет. Это замечательно. Как ее пробивать? Миллионы. Просто миллионы миллиметров брони. Это бесполезно. А куда снаряды сейчас летят? Вот. Вот, другое дело. Ну, псай, что происходит? Вот. Попадание. Итальянцев сделали, господи. Сколько я в него раз стрелял, его пробить не могу. Ну не могу. У меня скоро снаряды кончатся, други. Во, надо же, в борт башню закинули. Вот, закинули сюда. Ну, 3К накакали. Все, у меня уже, я не могу издали стрелять. Надо в него въезжать. Ну все. Едем за артой. Ну, там раньше нас сейчас приедут на кобрах. Все уже. Можно не ехать. Ребят, 4 фрага, 3К только дали, но итальянские твари новые, ПТСА, ну вот как их пробивать? Вы видели, сколько я всю голду на него спалил. Бесполезно, там миллион миллиметров брони. Но точность все равно пушки достаточно неплохая. Вот, единственное, вот итальянские задроты танки. Ну еще там 4.16, по-моему, ездил, что-то я его никак выковырить не мог. Третье место по урону. 4 фрага мы смогли, мы задефили. Перебили всех. Красавцы, красавцы. Хорошая ли ПТшка, на самом деле она мне нравится на самом-то деле. За счет своего орудия, за счет своей брони в рубке, да. Ну, на ней можно делать грязь. Так что
В принципе, за жетоны рекомендую взять можно, особый геймплей. Ребята, у кого есть К91 ПТ, пишите свои комментарии, как вам эта тачка, вы ее взяли, пожалели, не пожалели, что потратили жетоны БУ пропуска. Получается на ней? Не получается. Какое, в конце концов, используете оборудование? Как по мне, вот, наверное, такой комплект, наверное, самый правильный. Не знаю. Может, я ошибаюсь. Вот. За жетоны эту штуку надо брать там 5-м, 6-м танком, не раньше. Потому что есть более интересные машины за жетоны. Вот. Ребят, прожимайте лукасы. Подписывайтесь на канал. Но я говорю, до скорых встреч. Пока. Поддержи брата-танкиста лайком под этим видео, подпиской на канал, ну и, конечно, прожми колокольчик, чтобы быть в курсе всех новых стримов и самых последних обзоров по нашей любимой игре.